Дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Это прямой эфир. Алексей Николаевич на связи. Алексей, приветствую вас. Добрый вечер, Саша. Сегодня очень много хочется обсудить, и понятное дело, вы знаете, вот как понеслась с утренним Трампом, который всем объявил о переговорах, как потом это все перевернулось, так и продолжается прямо сейчас. Есть там сообщения об новом обострении на Ближнем Востоке, есть еще очень интересные, скажем так, тонкости всего происходящего. В общем, все обсудим, попытаемся понять, к чему все идет, кто этот тайный переговорщик, через кого вот такие вещи удалось намутить. Единственное, что очень и очень всем признателен и вынужден это с самого начала сказать вам, дорогие друзья, за подписку и на канал Алексея Николаевича, и на мой канал, потому что каналы подсанкционные очень нуждаются в нашем и общении, и вашем, конечно же, участии. Поэтому вопросы все оставляйте в сообществе YouTube, в чатах в самом конце, в клуб зрителей Шелеста, все традиционно. QR-код возле Алексея Николаевича — это его школа мышления и коммуникации, QR-код возле меня, возможность и канал поддержать, и, скажем так, вопрос задать. В общем, друзья, всем большое спасибо, что вы есть. Начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира. Он максимально весенний. У кого больше на успех шансов, да, в военном смысле этой весной? И варианты: США, Израиль, Иран, Украина, Россия. Берем, грубо говоря, две войны, начавшиеся, собственно, вещи, которые происходят в весеннем наступлении российско-украинского противостояния, и, конечно, вот этот интереснейший переговорно-военный этап, который на Ближнем Востоке. В общем, проголосуйте, друзья, мы в конце подведем итоги, ну и начнем, наверное, все-таки с Ирана. Как вы встретили новость о переговорах, Алексей Николаевич? Что думаете? Кто врет? Трамп, Иран? Что за тайные посредники? И самое главное, неужели все вот так и закончится на ирано-израильско-американской войне? Смотрите, это же очень интересная война. И отличие от российско-украинской заключается в том, что народ страдает мало, разбираются элиты, либо участники регаты, режимы, скажем так, разбираются. У израильтян и американцев не сбито ни одного самолета до сих пор, пилотируемого. Поврежден один F-35. По сути, военные пострадали на базах, там в количестве нескольких десятков человек. Ну, сегодня F-15 упал над Кувейтом. Странно как-то тоже. Да, можно посчитать, что перед этим летчик сбил 3, кувейтский герой сбил 3 американских самолета. Да. Я имею в виду, Иран никого особо там не приземлил, поэтому, допустим, 2 самолета он там повредил и так далее. На 23-й день бомбежек 2 самолета, мы же понимаем, да? Это ограниченная очень потеря, мягко выражаясь. Поэтому страдает же не народ Ирана, страдает иранский режим. США и Израиль проводят операцию, когда режимы, служащие режима, страдают, подвергаются воздействию, народ держит в стороне. Да еще с таким запасом, типа, если вдруг получится, восстанете. В отличие от нашей войны, где народ страдает изрядно. В виде военных тех же самых. Потому что у нас кровавая наземная бойня, гуманитарный кризис у обеих сторон, которые обмениваются дальнобойными ударами, непосредственно затрагивающими судьбу мирного населения, его благополучия и так далее. Поэтому в военном отношении это немного разные войны. Политически, сложно сравнивать. Украинская война, считается, на нас навалилась подлая диктатура, на нас, на молодую демократию. А тут демократии навалились на подлую диктатуру. Зеркальная история. Что касается переговоров, что должны понимать наши зрители? Переговоры не прекращаются никогда. Они есть все время. Для примера, российско-украинские переговоры стартовали в первый же день в 19 часов 24 февраля. Первый день войны. Суток еще не прошло. И ни разу с тех пор не прерывались, чтобы вы понимали. Они меняли форматы, меняли людей-переговорщиков, но они непрерывно идут. То же самое и здесь. Страшная война, там все друг по другу бьют, и, конечно же, переговорные группы переговариваются. Клаузевиц в свое время ввел понятие идеальной войны. Это что-то типа идеального газа в физике. Это когда все стороны применяют 100% сил и средств друг против друга по принципу «вставая страна огромная». Так вот, даже когда был «вставая страна огромная», СССР только 45% своей мощи применял во Второй мировой войне. Огромная группировка стояла в Сибири, на китайской границе, сдерживала японскую Квантунскую армию.
Часть сил там вторгалась в Иран в свое время, часть была в центральных округах и так далее, и так далее. Поэтому чем дальше войны, чем они инструментальнее, вот как сегодня, когда очень высокие технологии воюют со стороны одной из сторон, тем война ограниченней на самом деле. Тотальные войны – это войны, когда очень плохо отработана технология. Ну, с вами Когда... можно спорить, Алексей Николаевич, Давайте поспорим. и по поводу девочек, и по поводу жертв количества. Уже там были подсчеты после первой недели войны, как раз-таки мирных жертв. Там 1700 человек, по-моему, ну, если мне не изменяет память, сразу после первой недели. Мы не понимаем данных по поводу вообще, ну, инструментальной этой войны, да, как насколько там... Понятно, что нам США показывают классную картинку, как они высокоточным оружием поражают какой-нибудь стоящий поломанный грузовик, подразумевая, что там есть какая-то пусковая установка. Здесь вот в этом аспекте очень уж, знаете, ну мне кажется, что все-таки есть претензии у иранского народа за убийство не просто верхушки, а верхушки с детьми, не просто там, а с родственниками, не просто, а вот как бы со всеми, кто рядом. Поэтому здесь как бы озлобленности у Ирана очень много. И я вообще, если честно, думаю, что вот эта вся история, это такая... просто желание Трампа побыстрее отползти, быстренько перевести все в формат абсолютно других отношений. Он наконец-то открыл глаза и понял, кто такой Нетаньяху и куда он его завел, потому что даже в своем комментарии он говорит: елки-палки, да мы с Аятоллой будем делить нефть. Аятолла, то есть у него нет претензий, он уже не хочет убивать Аятоллу, ну, Хаминеи-младшего, если не убьет, конечно, Израиль. И тут начинается, мы на пороге очень интересного, после вот этих всех пересудов с переговорами. Расходятся немножко дорожки у Израиля и США, не находите? Да, они никогда не сходились. Это совместная операция, которая преследует абсолютно разные цели. У Израиля свои, у Америки свои. Вот. И несмотря на теснейшее военное взаимодействие, политически, как всегда, оно имеет свои нюансы, скажем так. В демонического Нетаньяху, который куда-то завел душку Трампа, я не верю в принципе. Что касается народа Ирана, который обозлился на Аятоллу, мы видели кадры, когда празднует народ Ирана убийство Аятоллы и просит еще. Кто-то же бунтовал перед этим против Аятоллы, того еще живущего, и 40 тысяч погибших демонстрантов не на ровном месте же возникло, правильно? Они наверняка, их родственники не так рады. Вернее, если бы он остался в живых, и весьма рады тому, что он погиб. Этот нынешний Аятолла, который его сын, ранен дважды уже, по некоторым данным. Ну, то есть история такая. У Израиля все очень просто. Ему надо просадить военные возможности Ирана. Он бьет по списку военных целей, начиная, в первую очередь, военное производство. Ракетное, ядерное и химическое, производство боеприпасов, порохов и так далее. Штаты решают свои задачи. Это в первую очередь вынос флота, вынос того же военного производства, вынос определенных военных мощностей, дальнобойных ракет и всякое такое прочее. Вот. Но политически Трамп находится в ситуации, когда его не поддержали его союзники Европы по НАТО в массе своей. Когда есть проблема роста цен, которая сказывается на его рейтингах, вообще на ситуации экономической, мировой и так далее. Когда есть возражения со стороны арабских государств Персидского залива, региона, по которым Иран бьет, создавая им проблемы и обещая создать еще большие проблемы с опреснительными установками там, и так далее. Есть шантаж Трампа, что если не перекроете, не раскроете Ормузский пролив, то я что? Буду бить по электростанциям. А это уже массовое страдание мирного населения и так далее. Прочее, прочее. Элиты играют в пинг-понг, постоянно угрожая, что создать условия для того, чтобы общественное мнение начало сильнее давить на эти элиты. Это делает Иран, пытаясь спровоцировать общественное население арабских стран и европейцев, угрожая. А Трамп, соответственно, говорит: ну, я вам устрою, что на вас будет давить население, когда лежит электричество. Это содержание этой войны. Что касается переговорщиков, Трамп ищет конфигурацию, в которой бонусов будет побольше, а сдержек поменьше, как делают все политики мира без исключения. Пока никто не может посчитать эти бонусы, и зачем-то что дойдет экспедиционный отряд морской пехоты США, который, возможно, будет острова брать в Ормузском проливе, чтобы решить эту проблему. Лишить Иран возможности его перекрывать. То есть мы далеко еще от окончания этой истории.
Думаете, это не просто так? Ну, не Я просто так думаю, бросок. 100% не просто так. Ну, вот. Эта история еще далека от окончания, но то, что Иран торгуется, с ним торгуется, это было понятно чуть ли не с первого дня, когда Иран начал публично выдвигать предложение, с третьего, что мы готовы, но вот на таких условиях выводите группировку, у нас будет мирный атом и так далее, и так далее. Поэтому там все стороны хороши, все торгуются, все пытаются договориться. Война – это управляемый процесс. Это политический процесс. За вот этими картинками убитых школьниц, там, это тонущих авианосцев, мы забываем, что это процесс, который определенные люди, политики, организуют в совершенно определенных целях. И этих целей добиваются всеми возможными средствами. От создания картинки, заканчивая бомбардировками и переговорами за кулисами. Интересный эпизод был, его журналист спрашивает: Дональд, ну елки, ну, во-первых, уже он отметился. Короче, виноват у нас Хексит во всей войне. Он так и говорит Трампу, сидел на пресс-конференции: это ты мне предложил бомбить Иран? Тут заулыбался, как бы, да, ну, все, уже у нас министр войны, да, у нас теперь ответственный, а так бы, конечно, не бомбил, а так Хексит предложил. Ну, и там интересный эпизод был по поводу бомбежек вот этих электростанций. Ну, во-первых, Россия выступила, говорит, нельзя бомбить атомные электростанции. Весь мир выступил, как это, не бомбите, потому что там прилетело. То есть там, ну, Россию больше Бушера интересует атомная станция, ну, там и как бы и по другим объектам. Но его задали вопрос: Трамп, а как это? Как это выносить электростанции? Россия же делает то же самое. Ну, на что Трамп не нашел, что ответить, сказал: это другое. Алексей Николаевич, другое или то же самое? Да, все делают все то же самое. Все всегда делают то же самое. Отсудить надо не потому, что делают, а по намерению. Ради чего это делают. Так, это очень Это глубокая мысль. единственный Подождите. способ суждения, который остается в этой ситуации. Ну, как вам объяснить? Ну, Объясните. мы можем взять сухой факт. Некто выстрелил в другого человека. А потом берем, например, такой вариант. Этот один некто, точнее, двое выстрелили в другого человека. Один некто стрелял в другого человека, чтобы изнасиловать 9-летнюю девочку, а второй стрелял, чтобы спасти от изнасилования 9-летнюю девочку. И то стрельба в живого человека настоящими патронами. Но один хотел убить отца девочки, чтобы изнасиловать ее, а второй стрелял, полицейский стрелял, чтобы он не сделал этого, не убил отца и не изнасиловал девочку. Хотя это убийство, и это убийство. Вопрос. Мы кому отдадим свои симпатии, и кто, чье действие нам будет казаться оправданным? В этом Простите, случае. а кто защищается, Путин или Трамп? Смотрите, и Путин, и Трамп рассказывают, что Иран ударит по Америке и по союзникам. Путин рассказывает, что Украина настолько стала кровожадной и страшной, что за 2 дня взяла бы Владивосток, и он, бедняга, был вынужден начать СВО, чтобы обороняться от нее. Это сказки. Мы же не будем ориентироваться на то, что говорит Путин и Трамп. Мы же должны ориентироваться на то, что говорит Шелест и Арестович, правильно? И так далее. Поэтому, как бы, я знаю, что нашим зрителям очень хочется записать одну войну справедливую, другую несправедливую, но я вообще не склонен рассуждать в этих терминах. Я рассуждаю в терминах то, что может. Вот американцы и израильтяне могут, а Путин не может. Ну вот и все. Добиться своих целей. Переговорами, бомбардировками, неважно и так далее. Еще и вопрос, добьются ли и каких целей американцы с израильтянами. Тоже большой вопрос. Потому что любая война, идеальных войн не бывает. Мы привыкли все мерить Великой Отечественной, где взяли Берлин и сокрушили гитлеровский режим, но это же исключение. Таких войн в истории человечества 2 штуки. Может, 3,5. А все остальные это всегда ограниченное достижение ограниченных целей. Надо считать по очкам, кто там победил, какие там, то все, 5-е, 10-е. Ну, то есть, это же не финальная война. Если мерить терминами чемпионата мира по футболу, то это там какой-то там отборочная игра. Понимаете, да, ее можно проиграть, потом выиграть следующую, потом свести в ничью, потом по очкам и так далее, и так далее. И очень хочется, я знаю, накрутить многим на это вселенское значение, Третья мировая и так далее, но это не так. Это ограниченная военная операция с очень ограниченными целями. Я, кстати, хотел с вами поговорить на этот счет. Уделим давайте пару минут. Я считаю, что это очень интересно. Сейчас с каждого утюга нам доносятся раскаты просто грома о том, что Трамп начал Третью мировую войну. Все прячутся, все говорят: вот, всех шатает и штормит. Берлин идет к Токио, говорит: давайте ось создавать, мы вам поможем. И начинаются вот эти аллюзии, да, вот эти параллели с, ну, там, 40-ми, 30-ми годами, 40-ми. Но по большому-то счету,
как вам кажется, а сколько здесь действительно исторического процесса, а сколько сумасбродности и, ну, давайте так, взбалмошности, я именно это слово подбираю, и я считаю, что оно уместное, Трампа лично? А какая война или какое историческое действие не было результатом взбалмошности? Или, скажем так, не может быть представлено как результат взбалмошности? Ну вот вам открытие Америки Колумбом. Сумасшедший итальянец, которого послали нахер на родине с его фантазиями, и который говорил как Изабеллу Арагонскую, там, и этого самого несчастного Филиппа, или как там его звали, ее супруга, что они ему, чтобы он просто отстал, дали денег ему, потому что он обещал, они были фанатиками-католиками, он обещал всех найденных вновь аборигенов обратить в католичество. Ну, вот, пожалуйста. Через 400 лет мы имеем проблему с Трампом. После того, как там через 600, после того, как Колумб прокатился сумасшедший. Александр Македонский. Это человек, который создал современный мир. Он объединил Восток и Запад, создал эллинизм как направление культурного, из которого выросла вся наша цивилизация. Иран корнями в значительной степени обязан эллинизму. И походом Македонского, и Западной Европы, из которой вышла США, тоже обязан эллинизму. Ну, а кто он? 18-летний сумасшедший пацан, который решил прогуляться к последнему морю, потому что его научил этому Аристотель, его учитель. Ну, то есть парень закончил информационные курсы, школы личностного роста, всерьез уверовал про то, что ему нам втирал этот учитель за большие деньги, и параллельно создал нашу цивилизацию. А Наполеон кто? А Эйнштейн кто? А Маск кто? Это всех их можно представить со всеми их деяниями. Даже Пастера можно представить сумасшедшим, который забыл помыть пробирку и родил антибиотики, благодаря которому все мы живы. Потому что в противном случае 8 из 10 не дожили бы до этого эфира с детства от какого-нибудь простейшего воспаления легких или ангины. А Пастер это дело изменил, будучи сумасшедшим странным чудаком. Поэтому Трамп может быть сколько угодно сумасшедшим странным чуваком, но мы не знаем, какой мир он порождает сейчас этой войной в будущем. Мы не в состоянии этого сказать. Поэтому я предлагаю, у меня есть критерии. Вы можете быть не согласны, предлагать свои. Я их не буду оголтело отбрасывать. Но мой критерий – судить по намерению. Так, а намерения, они же меняются. Ну, Да. то мы режим нам свергаем, есть что обсуждать. то мы режим свергаем, то давайте совместно управлять Ормузским проливом. Это одно другому не мешает. Давайте так, Иран, последнее заявление, ну как свежее, да, вот мы в прямом эфире, значит, от советника Аятоллы Хамини, да, он говорит о том, что полностью компенсирован ущерб должен быть, экономические санкции все сняты, гарантии того, что США не будут вмешиваться во внутренние дела Ирана, то есть режим не будут трогать. Вот такие мячики бросает непосредственно Иран. Сейчас гуляет информация, Axios ее публикует, что в Пакистане, в Исламабаде, будут переговоры. Кушнер, Уитков, но Венс созванивается сейчас, вот, там, час назад, с Нетаньяху, и, в общем, он будет в Пакистане, судя по всему. Прошлый раз переговорщиков из Ирана кинули. Венс, присоединившись, является гарантией, что будут договариваться, вот именно договариваться в этой войне. И этот процесс пойдет, ну, не в отрицательную, скажем, да, а в положительное какое-то направление. Саша, давайте еще раз. В любой войне договариваются. Единственная война, в которой не договаривались, приходящая мне на память, это Вторая мировая. Потому что стороны, договорившись в Тегеране, а перед этим потом в Ялте, потребовали безоговорочной капитуляции Японии и и немецкой фашистской Германии, и вообще стран оси, шире говоря. Она была сформулирована как условие. И то, что она была сформулирована как условие, показывает, что изначально по умолчанию, а дипломатия работает по прецедентам, возможно, и рассматривались варианты договорного конца войны. И только благодаря Черчиллю и Сталину были сформулированы цели безоговорочной капитуляции и навязаны Рузвельтом. То есть это счастливое исключение в ходе войны. Остальные всегда обо всем договариваются. Учитывая, какое количество коммерции стоит за Персидским заливом, нефтью и так далее, и что вообще целью этого нападения для Трампа в значительной степени является продолжение венесуэльской истории.
То есть регулировка рынка нефти как далеко идущая стратегия. Договор неизбежен. Смотрите, если надо продать или получить рычаги воздействия на нефтяной рынок, а в первую очередь для того, чтобы ограничить Китай в его возможностях или поставить их под контроль, это генеральной целью Трампа является, то будут это делать аятоллы либо свободный новый режим. Трамп будет, честно говоря, по большому счету до задницы на этом этапе. Если бы аятоллы слетели на второй день режима, победили бы, вернее, второй день войны, и победила бы там какая-нибудь демократия, они бы с демократами договаривались, с новыми иранскими. Но если аятоллы еще пока держатся, договорятся с ним. Приятно, когда слетает режим, а пока не слетел и надо срочно регулировать, значит, с ними договорятся. То, что аятолл кинут рано или поздно, я вам даю 101%. Слишком несовместимые режимы. Но временная договоренность вполне может существовать. Вполне. На данном этапе. Но так это же принцип абсолютный. Кинутый Си Цзиньпиня, кинутый Путина. Так, Путина несколько раз уже. Да. Страшную вещь скажу, и Зеленского кинут тоже. И более того, они друг друга все покидают, потому что ровно этим все и занимаются. Они все кидают друг друга. Все. Я вам скажу, что принято считать, что Британия и Штаты вечные союзники. Много-много лет были, но более верного союзника нельзя найти. Посмотрите. Бриты не поддержали. Базы предоставили там и то со скрипом огромным. И свою историю рисуют. Как началось в Афганистане. Вы знаете этот эпизод, когда в 2013 году Британия организовала с талибами договорняк? Выделила там и накачала информационно, придала значимости лидеру одного из талибов. И британский спецназ его конвоировал по Афганистану, что тот вылетел в Британию на конференцию в Лондон по мирному примирению. Американцы нанесли удар по этому конвою. Тяжело ранили 2 сасовцев британских. То есть по своим союзникам ударили ракетами. И убили этого, соответственно, дядю, которого охраняли эти спецназовцы. То же самое было в Сирии. Когда Барак Обама хотел наказать за применение химического оружия, бриты отказались в последний момент, и он отменил операцию. Что были ограничены возможности. И с тех пор их пути дорожки разошлись и очень серьезно они спорят. А это более близких союзников нельзя было найти. Поэтому все кидают всех. Это игра престолов. Алексей Николаевич, получается, что давайте модно сейчас так выражаться, в переговорном треке российско-украинско-американском, или российско-украинском с американцами, или на троих, неважно, дефиниции тут как бы несущественны в сути вопроса, не договариваются ровно потому, чтоб не кинули. Не договариваются, потому что схемы договоренности не устраивают. Камень преткновения все тот же. Россияне говорят, вы метайтесь из Донецкой области, и все, война закончена. Наши говорят, мы не уйдем, и поэтому война продолжается. Все очень просто. Или снимите свои требования в Донецкой области, и мы договоримся по линии соприкосновения, если быть точным. И стороны не могут договориться, потому что взаимоисключающие условия. Заметьте, таких условий было множество. Договорились практически по всему, осталось только Донецкая область, как условие. И вот стороны не желают подвижек. Вот предмет, почему мы не договоримся никак. С военной точки зрения, у школе у нас такой опрос, да, мы в конце подведем итоги, у кого больше шансов на успех. Что это означает? Мы слышим сейчас от разных аналитиков, что будет наступление, и оно уже идет, потому что там по 3 направлениям Сырский рапортует о 600, потом 900 каких-то штурмов, 3 основных направления. В общем, Россия уже идет вперед. Гордо, бодро рапортуют украинские бойцы. Даже в Economist, тот, который Бровди, он же Мадяр с птахами, дает большое интервью, говорит нам, чтобы убить одного, по дронам, по дроноводам и дронам 1 к 400 соотношение потерь. Представляете? А чтобы убить одного россиянина, надо $878. В общем, сыплет такими цифрами. Как вы оцениваете перспективы вот этой начавшейся встречной, как я понимаю, весенне-летней кампании? Смотрите, всю эту чепуху мы сразу отметаем и начинаем смотреть, что реально происходит. Первое. Пошли сообщения, которые, если выжать и убрать красивые заголовки и громкие словеса, говорят о следующем. Что украинские силы беспилотных систем сменили тактику и начали бить по российской логистике в глубину. То есть делать ровно то же самое, что делали россияне с нами перед этим. Это осложнило в сочетании с лишением российских войск Старлинка. Это некоторым образом дезорганизовало российский тыл, и этот процесс продолжается.
Напоминаю, что все такие процессы на этой войне не длятся длиннее 2-3 месяцев. Потому что стороны находят противодействие. Но сейчас этот этап. Дезорганизация. Это отдельная история. Вторая история. Российское командование, первое, не сменило свои цели. Не отменило ни одной из своих целей. Продолжает наступательные действия по ключевым направлениям. Хотя эти действия в силу вышеназванных причин забуксовали некоторым образом. Но они не забуксовали до такой степени, чтобы они пересматривали военные задачи, поставленные на весенне-летнюю кампанию. Смотрите, ничего не изменили. Значит, российское командование оценивает, что несмотря на некоторые трудности, возможно, весьма значительные, время для пересмотра целей не пришло еще. А это Запорожье, взятие Запорожья, Запорожской области и окончательное взятие Донецкой области. Как два ключевых направления. Купинский Херсон, и там идут Харьковская Сумма, это отдельно, это вспомогательное направление. Поэтому генеральные цели их не пересмотрены, несмотря на все бодрое наше заявление о том, что мы третий месяц убиваем больше россиян, чем они призывают, на рассказки про то, что там массовое бегство, на отбитие героических штурмов и так далее, и так далее. Просто есть громкие словеса, которые рапортуют об успехах, и частные успехи сил обороны Украины, безусловно, есть. Причем по всем сферам, начиная от поражения дальнобойных целей, сегодня в Ленинградской области, нефтяной терминал, заканчивая частными успехами на поле боя, отражением третьим корпусом какого-то наступления, какие-то контрнаступательные действия с нашей стороны и так далее, и так далее. Но еще раз, генеральные цели российские на весенне-летний период не пересмотрены. Если бы был действительно крупный успех, они бы пересматривали цели и задачи. Этого нет. Не изменены направления главных ударов, не изменены направления сосредоточения усилий. Поэтому мы можем констатировать частные успехи сил обороны Украины, которые пока не привели к изменению целей и задач, даже военных, не то что политических, российской армии. Как российская команда не справится с резервом, вернее, с нехваткой резервов, с дезорганизацией тыла, дезорганизацией связи, это ему решать. Мы только через какое-то время сможем оценить, насколько она успешно решила. Но все предыдущие 4 года войны показало, причем для обеих сторон, что в случае резкого изменения ситуации на поле боя, то есть нахождения одной стороной какой-то технологии или какой-то тактики, да, сначала она имеет частный успех, через 2-3 месяца сторона приспосабливается, и опять она уперлась. Это свойство этой войны. Потому что потенциалы научные, технологические сторон примерно равны, армии одного поколения воюет. Это не Иран с Израилем. Со Штатами, когда разрыв 2 поколения, это совсем другая история. Там уже избиение, там не война. Поэтому я бы посмотрел на другие признаки. Например, ужесточение порядка мер по обеспечению мобилизации в Украине, который рассматривает Верховная Рада. А чего это признак? А это признак того, что нужен личный состав. Зачем? Да. Для обороны и для контрнаступления. Очевидно. То есть для продолжения боевых действий. Заявление о том, что переговоры сорваны Российской Федерацией, Зеленский заявляет и так далее. И, скорее всего, мы будем воевать год или 2. Но это значит, нужно 400-500 тысяч бойцов. Даже для поддержания численности вооруженных сил, а не то, что и для ее увеличения, усиления. Поэтому обе стороны стоят сейчас перед ключевой задачей. Решить, мы стратегическую оборонную операцию проводим. Наша задача не дать захватить Донецкую и Запорожье. Их задача взять Донецкую и Запорожье, стратегическая наступательная операция. А параллельно надо решать вопрос мобилизации. Очень большой. Россиянам надо решать, что-то делать. Пока фундаментальных решений нет, но есть меры по ужесточению, так называемые. То есть, что рассматривает военно-политическое руководство Украины, принимая решение о том, что нужно где-то взять новых бойцов, пока видят резерв, например, не в том, чтобы снижать планку возраста или, например, женщин призывать. А пока давайте разберемся с миллионом мужчин, которые не стали на учет. И еще одну нишу для возможного пополнения людьми они нашли среди забронированных. Давайте посмотрим, нужно ли нам столько забронировать. Значит, это называется и стадия изыскания внутренних резервов в уже существующей системе. Ее пока не расширяют. Но если так дальше будет продолжаться, то будет и расширение. То есть снижение возраста, поиски других категорий. Пока думают черпать вот здесь, в том, что уже существует. Но заметьте, парламент принимает решение, фундаментальный набор законов, законных актов, подзаконных о том, чтобы ужесточить мобилизацию. То есть мы уже куда-то движемся в эту сторону. Россиянам нужно решить эту проблему.
Потому что если они хотят серьезных успехов, им как минимум нужно поддерживать те же темпы, а с этими проблемы мобилизации, либо усиливать их. Параллельно появилась еще одна ветка. Скоро будет война в странах Балтии. Да, я хотел как Как раз... россияне нападут, там перенападут и так далее. Ну, смотрите, сегодня вот перед нашим эфиром буквально, да, какой-то залетный дрон в Литву залетел. Вроде как говорят из Беларуси. В этот же день, то есть сегодня, Зеленский получает привет от ГУР, говорит, там вот на неподконтрольных территориях, плюс в Беларуси какие-то наземные комплексы для того, чтобы корректировать огонь по столице, в том числе по Украине, дронами. Сегодня, кстати, опять все пишут, большущая какая-то атака ракетно-дроновая, массированная, особенная будет, поэтому дроны уже полетели, дальше ждут ракеты, в общем, что-то будет. Вот этой ночью и Зеленский говорил, и все предупреждают, поэтому кто из Украины, имейте в виду. Хотя, да, тоже, что тут уже сколько таких атак было, но все равно, да, нужно все-таки поберечься. Так вот, Беларусь заиграла какими-то странными красками. Говорит Зеленский, будем решать эту проблему. Это что получается? Бить по территории Беларуси по этим, если они есть, комплексам? Или там балтийские тигры тоже, как бы, видите, нас провоцирует Беларусь? Так, а что дальше? 5-ю статью НАТО включать? То есть очень интересно сейчас этими красками заиграла Беларусь. И ровно тогда, когда у Лукашенко бинго! Его там чуть ли не зовут уже в Белый дом. Financial Times сегодня целую статью этому посвятила. Ну, я же говорил, что Зеленский последовательно работает против Трампа и его усилий, в том числе на белорусском направлении, ключевом. И так далее. Поэтому, да, он играет против схем Трампа в регионе, посвященном Беларуси, стратегическому ресурсу, которым является белорусский калий, который внесен в перечень стратегических ресурсов США, на секундочку, имеющий прямое отношение к национальной безопасности, да, идет большая интрига. Что касается контура и там пределы ее не ясны, одно вам могу сказать, никакого нападения на страны Балтии в ближайшее время не будет. У России нет группировки для этого. И как ее создать, совершенно непонятно. Потому что, они захлебываются на фронте. И где-то взять нормальные 100 тысяч, чтобы повоевать со странами Балтии, минимум. А лучше 150, а там же за ними польская армия сразу вступится шведская армия, финская армия и так далее. Но у них пупок развяжется. Там хорошая группировочка нужна, чтобы воевать. Что возможно? Возможно, провокация, они уже есть. Истребитель залетел, дрон залетел. Возможно, частные удары, возможно, какие-то гибридные действия, подпороговые действия. Это есть, это будет. Будут отвлекать, будут создавать напряжение. В том числе, чтобы ограничить политический маневр Лукашенко. Но моя идея заключается в том, что политический маневр Лукашенко будет ограничивать все. Это будет делать Путин, это будет делать Зеленский, а Трамп будет помогать Лукашенко. Вот что там сейчас будет происходить на этом направлении. Что это за игра? В чем смысл? То есть идет борьба за Беларусь в значительной степени. За позицию Лукашенко в этой истории. Многие считали Беларусь как российский офшор и, соответственно... Это не так. Место, откуда можно подползти. Это не так, и я вам скажу даже больше, очень сильно не так. По тому же вопросу белорусского калия. Россия миллиардные доходы получила с тех пор, как Литва ограничила возможность транспортировки белорусского калия через Клайпеду. И вообще продажи, санкции были наложены на калий Евросоюзом и предыдущей администрации США. А теперь администрация Трампа сняла эти санкции и хочет, ищет способы этот калий получать. Почему? Потому что калий – стратегический ресурс для производства удобрений. Это вопрос продовольственной безопасности не только для Штатов, но и для очень многих государств мира, в том числе и для России и Китая. Так вот, Россия монополизировала, когда санкции ввели против Беларуси, монополизировала в значительной степени рынок. Белорусы вынуждены были продавать свой калий как российский через Россию, если очень плохо поговорить. А Россия получила стратегический рычаг воздействия на позицию США и Китая по ключевому ресурсу – продовольственной безопасности. Вот что было создано, какая ситуация. Теперь, когда Беларусь отыгрывает обратно, это основная бюджетообразующая экспортная отрасль в Беларуси, калий, продажа калия, то Россия лишается миллиардов, лишается рычага. Конечно, она не хочет этого. Зеленский играет против Трампа, против любых его усилий, поэтому Россия будет ограничивать Лукашенко, чтобы вопрос с калием не решился в пользу Штатов и не лишил Россию рычагу воздействия на Штаты, Китай и другие позиции. Зеленский играет против усилий Трампа. Получается забавная история. Трамп и Путин, Зеленский и Путин сейчас будут ограничивать Лукашенко, а Трамп будет Лукашенко помогать.
Ну, плюс там Польша, плюс страны Балтии, в первую очередь Литва. Вот интрига на белорусском направлении. Но заметьте, это не Третья мировая война и не предпосылки для войны в Европе. Про это будет сказано очень много слов, все друг друга страшно будут пугать новой войной и так далее, и так далее. Я даже в крайнем варианте могу представить Нарвскую народную республику. Но типа как на Донбассе в 2014 году. Но точно до полномасштабной войны в Европе это очень-очень далеко. Вот когда там будет создана группировка 1300 российских войск, которые где-то надо взять, я еще могу поверить, но не сейчас. Поэтому для тех, кто боится, что вот-вот не сегодня-завтра Вильнюс будут бомбить, а на улицах Риги будут танковые бои, это не так. Если мы попробуем оценить масштабы, вот это вот, кстати, тоже очень интересно. Вы говорите, захлебываются на фронте россияне. Включался в эфир одного из украинских телеканалов боец с Покровского направления. Говорит, 170 тысяч только в районе Мирнограда, Димитрова, да, и самого Покровска, Красноармейска. В Димитров сгонял Кириенко, то есть там понятно, недавно, да, понятно, что там кто контролирует в принципе. Хотя вот до сих пор еще фигурирует в сводках, что город если там только 170 тысяч, то там, получается, по всем другим направлениям размазано очень тоненьким слоем маслица. Почему? Солдат по фронту. Российская группировка 700 тысяч человек. То есть у них, учитывая, что у них два основных направления, 3 выделим. Так, это условно Покровская, это условно Днепр, это Запорожская и Краматорско-Славянская. По 170 тысяч, там по 150, 450 получается. Плюс тыловая группировка, там другие участки и так далее. Вполне себе. Чему нет? Может быть. Тут вопрос, сколько у нас, но боец же не скажет. Давайте так. Бои никуда не делись. Бои тяжелые. Просто в украинском информационном пространстве был создан пузырь на фоне войны с Ираном. И пузырь складывается из каких месседжей, которые забрасываются в массы. Американцы воевать не умеют. По крайней мере, не умеют вести оборону своих баз. Они по 8 ракет, которые стоят 3 миллиона, пускают по шахеду, которые 70 тысяч стоят. Значит, мы послали туда своих специалистов. Все умоляют нас, чтобы украинские специалисты научили бороться с дронами. Значит, ха-ха-ха, Трамп говорил, что нету карт, а теперь просит что? Защиту украинских специалистов. Вот украинский генштаб отказывается от подготовки украинских военных западными инструкторами, потому что они отстали от современной войны. Вот украинские военные разгромили 2 батальона НАТО на время учения в Литве, оказывается, 2 года назад там, или год, но неважно и так далее. То есть у нас просто надувается очередной пафосный пузырь, какие мы молодцы, славные победители и так далее, и так далее. И на фоне этого закручивается история вот Третья мировая война, а мы к ней готовы лучше всего, а нас не слушают. И вместо того, чтобы нанести ядерный удар по Путину, как по Аятолле, дурацкий Трамп продолжает договариваться с Путиным и пытается нас усадить за стол переговоров и мир Украине обеспечить. Хотя всем уже понятно, что все люди доброй воли должны отдать немедленно все оружие Украине и все деньги Украине, и Украина станет что? Острием копья, которым Святой Запад победит Китай, Россию и Иран. Вот такая хрень. Под предводительством, конечно, нашего славного Зеленского. Вот это пузырь, который сейчас создан. Вот вам интервью Броуди, вот вам там пафосная накачка на отражение самой обычной атаки, которая там каждую неделю на фронте там где-то случается и так далее, и так далее. Вот мы пошли в контрнаступление. Вот и все. Это все пузырь. Я надеюсь, мы его прокололи, или те, кто нас слушает, и слили. Реальная обстановка простая. Еще раз повторю, российское командование продолжает наступление. Новостей в том, что далеко не сразу, не каждый прорыв или попытка атакующих действий оказывается успешным, это норма. Для этой войны. Стороны несут потери, идут массовые обстрелы, мы бьем дальнобойными ударами по их территории, они бьют по нашим, сейчас налет там и так далее, и так далее. Поэтому все как и было. Все как и было, и попытку натягивания нашего украинского величия на глобус Третьей мировой войны, но, надеюсь, наши зрители не воспринимают всерьез. Хотя потребители такого контента, конечно, есть. Да, конечно. Все очень ждут наших сводок и обзора фронта из того, что произошло. Значит,
бесчисленное множество атак, которые захлебнулись, но направление, собственно, туда, севернее Донецкой области, э, отмечается, да, и вот давайте как раз с севера и начнем. Значит, где были продвижения? Deep State сегодня у нас говорит, что в районе Волчанска, вот здесь, да, вот, есть небольшое, но продвижение вперед. Ну и вот давайте с Волчанска и начнем. Замысел, мы помним, что да, вот эту линию хотят, собственно, каким-то образом срезать, ну или Да, записать. не хотят срезать. Здесь идет типично рассекающий удар, потому что они считают, что они могут проводить такие удары по дороге, которая лежит перпендикулярно линии фронта. Это классика военного искусства. Они честненько наступают вдоль этой дороги. Что есть такая, в оперативном искусстве есть охваты, есть обходы, как и в тактике, есть рассекающие удары, есть клещи и прочая всякая хрень. Российская команда в основном применяет клещи. То есть удары по флангам, окружение, создание угрозы окружения, потому что она заставляет сместиться войска противника, делать осечный фланг, тратить резервы, ослаблять позиции на фронте. То есть нормально это давление с фронта плюс с фланга. Они делают всегда и везде это. И сейчас они делают то же самое. То, что они перешли к рассекающим ударам, то есть ударам непосредственно в лоб, при попытке поделить вот существующую линию фронта, например, при фронтальном ударе на несколько частей, показывает, что она наши части, обороняющие эту линию, оценивает как слабые или не способные держать фронтальные удары, а свои силы расценивает как способные нанести рассекающие удары. Вопрос. Это как бы такая стадия, на которую не каждый командир решается. Это уже стадия истощения. Вопрос, верно ли они оценивают, мы не знаем. То, что вы говорите, Deep State показывает, есть продвижение, Да. показывает, что хотя бы до некоторой степени верно, иначе бы не было продвижения. Фронтальные удары самые неблагодарные и проводятся только в совершенно определенной фазе, когда оборона противника размягчена уже в значительной степени. Пожалуйста, учитывая, что они сочетают это с ударами авиации, артиллерии, там, дроновой войной, то есть они делают все то же самое. Они пытаются создать машину, которая перемалывает наши позиции, топает вперед. Мы, соответственно, создаем машину обороны, которая перемалывает наступающие части. Есть продвижение, значит, там у них получилось в этот раз. Алексей Николаевич, Купянск. Есть там кто, нет там никого. Была такая волна информационная, потом вроде все поутихло. В общем, непонятно. В тумане войны осталась ли группировка российских войск в самом Купянске? Смотрите, или нет? Тут же украинская сторона привела скрины блогеров российских военных, которые сказали, что все парни погибли, которые зашли в Купянск, ай-яй-яй, и так далее, и так далее. И сказали, что большей частью город находится под украинскими силами, кроме там отдельных каких-то на окраине и прочее, прочее. Мы можем сказать следующее, осторожно, что в целом Купянск на данном этапе – это успех украинских сил, которые сумели изолировать и в значительной степени уничтожить разрозненные российские группы, которые находились в городе. Вот что Купянск на сегодня. Уж сколько там осталось, 20, 15 человек, 150 сидящие по домам, мы не знаем. Но большей частью, да, даже российские корреспонденты фиксируют, что большая часть российских войск окруженных в Купянске, не войск, там о войсках речи не идет, там десятки, сотни человек уничтожены. А украинцы большей частью контролируют город, украинская сторона. Вот так вот сейчас в Купянске. Ну, пока в Купянске так, южнее Купянска. Мы с вами ни один эфир, ни один военный дневник, ни одни вот эти обзоры с вами говорили вот об истории вокруг Боровой. И вот к ней продвинулись в очередной раз. И в очередной раз двигаются к Осколу. Российские войска сразу тоже с нескольких моментов, ну, как вы говорите, путем рассечения. Да, рассечение, да. Рассечение – это, кстати, полоса обороны третьего корпуса. И ему там приходится, мягко говоря, нелегко, сразу скажу. Потому что его рассекают на две части. Есть еще отдельное лиманское направление на юге, которое там непосредственно создает угрозу Славянску. Там тоже российская команда не предпринимает усилия. И именно там было сегодня заявление, что части третьего корпуса отбили там какую-то страшную российскую механизированную атаку. Вот. Ну, это означает только одно, что молодцы, что отбили, но это означает, что давление-то идет, и российская команда где сосредотачивает там усилия.
И отбитая эта атака – это далеко не конец. То есть там это одна из генеральных целей российской кампании. Они на этом направлении они решают, группировки решают задачи рассечения нашей группировки примерно по линии Боровая и создания условий для разгрома наших частей по частям. Другое дело, что это не завтра, не послезавтра. Это очень длинная история с неясным концом, но куда они направляют усилия, понятно совершенно. Угу. Вот Славянск, такие. эвакуация детей, а детей теперь, простите, ну это закон, да, эвакуируют насильно. Что означает, тем более, что к Славянску вот идут по этой трассе, сегодняшнее продвижение, это вот эти ниточки, Никифоровка, Федоровка вторая, вот здесь, в этом отношении. Это означает все то же самое, что Славянск прифронтовой город, в котором детям опасно находиться, там же взрослым опасно находиться, там даже военным опасно находиться. Ну, вот, поэтому, да, в него уже достает полевая артиллерия, до Краматорска уже достает полевая артиллерия, а ведь Славянск поближе еще к российским частям. Все уже, эта операция по взятию Славянска-Краматорска, по сути, идет. Сразу говорю, неизвестно, сколько будет идти, неизвестно, будет ли успешной. Купинск же тоже россияне захватывали. Но то, что она уже идет, это надо правильно понимать, и иначе трактовать это невозможно. Если двигаться дальше, то в отношении, ну, вот этого стыка пропали хорошие приободряющие новости по контрнаступлению на стыке областей Днепропетровской, Запорожской и Донецкой, да, вот в этом кармане, где у нас совершенно были какие-то лютые успехи. С чем это связано и как оцениваете ситуацию на этом? Да не было там никаких лютых успехов, потому что ограниченные силы были очень... Для лютых успехов нужно превосходство в силах и средствах. А там 3 армии российские наступают. То есть мы же в чем было величие этого контрнаступления? В том, что мы решили ударить во фланге 3 группировки из 3 наступающих армий, на секундочку. Но для того, чтобы такие вещи делать, нужно как минимум иметь армейский комплект на этом же направлении. Ну, по старым советским нормам, потому что нынешняя российская армия – это как советские дивизии скорее. Но они проводят армейскую фронтовую наступательную операцию, ну, армейскую, вернее. А нам, чтобы такие вещи делать, нужно, ну, хотя бы пара сил, эквиваленты парочки дивизий. То есть 1030 человек нужно, чтобы такие подвиги совершать. У нас их в помине там не было и близко. Поэтому ясно, что в какой-то момент оно остановилось. Достигнуты успехи тактические, скорее всего. При очень оптимистичном подходе можно сказать, что это оперативно-тактические, что сдвинули там за речку, то все, 5-е, 10-е. По нынешним временам это достаточно серьезный успех. Но, повторяю, успех частный. И раздуть его до уровня «ура, перелом в войне», и мы начали их бить и гнать с нашей земли, не удастся, сразу скажу. Это очень ограниченные частные действия. Сам факт, что мы способны проводить такие действия, пусть даже в очень ограниченном масштабе, это приятная новость. Но эта новость не меняет обстановку даже на оперативном уровне, не то что на стратегическом. Но все время пытаются подать, у нас есть такая публика, которая пытается подать как коренной слом или как максимальное событие, сделать из этого события и так далее. Это не так. Подобные действия. Смотрите, норматив в армейской операции – это 20 дней непрерывного наступления при условии, что армия боеготова и отлично снабжается. И там изолирован противник, изолировано поле боя, выполнено огромное количество условий. После чего армия выдыхается, останавливается, нуждается в пополнении, там обычно заменяются части. Теперь смотрите. Мы контрнаступали примерно те же 20 дней. Ну, чуть больше, месяц. Там, контрнаступательное действие. Это значит, что отдельные бригады, штурмовые войска, там, ДШВ, пехота, тероборона и так далее, поддерживали контрнаступательные действия на уровне, там, на глубине 5-7 километров, маленькой тактической глубине, месяц, меняя наверняка направление, действуя малыми силами при хорошей поддержке, которую накопили. Но и это заканчивается. Рано или поздно закончилось. Ну, примерно российские части куда большего масштаба, те же армии сейчас находятся на примерном положении. Они подвыдохлись, потому что это непрерывное наступление. Помните, когда Покровская история началась? Угу. Но сегодня они действительно вымотались. Внимание, не отказались воевать. И не раскаялись. И не вернулись. Не побежали. Да. Не побежали, а просто выдохлись. Понимаете? Да, выдохлись. Это означает, что нужно им дать отдых или ввести новые части. Где-то взять и ввести.
Так или иначе, эта задача будет решена, а падение интенсивности боевых действий в сочетании с дезорганизацией тыла и связи российской позволило нам по контрнаступать некоторое время. То есть у нас, понимаете, эту волну надо описывать не как, вернее, эту войну гораздо лучше описывать в качестве волновой функции. То есть сейчас фаза такая, смотрите, не принципиальные изменения, которые перечеркнули ход войны, там, да, задали ей новое направление, а фаза такая. Они выдохлись, а у нас частные успехи на направлении. Но, опять же, повторяюсь, генеральные цели их не отменены. Российское командование пока не считает, что их нужно отменять. И наши генеральные цели, заметьте, не заменены никак. Все то же самое. Они хотят взять Запорожье, мы не даем Запорожье взять, пытаемся не дать. Они хотят взять Краматорск-Славянск, мы не даем. Ну, все. Ну и Запорожье, соответственно. Моя задача, да, остудить. Я некоторым образом противостою этому пузырьку, который надули, что мы чуть ли не победители в Третьей мировой. Ну вот, как бы, это фаза, друзья мои, фаза. Как вы бы остудили тот огонь, который разжигает безумная мобилизация в стране? Я даже, если честно, я вот думал сегодня с вами, как с чего же зайти? Вот правда. А там случай же на случай. Днепр, Одесса, зашли в СТО, на автомойку, в кондитерскую, в масках. Женщины говорят, что вы в масках? На Троещине задули газом, он без сознания упал. Короче, там и прям выбирай, чего хочешь. Но главный же посыл в том, что этих же людей куда-то гребут, эти же люди куда-то потом, ну, или не все же погибают от рук ТЦКшников, кто-то доходит до учебки, кто-то даже учебку проходит, кто-то даже войска пополняет и даже на передовую едет. То есть у нас получается какое-то страшное сито с точки зрения Украины, да, как воюющего государства. Но такое впечатление складывается, что всем не просто плевать, а так и надо. Потому что, условно, Европа или там партнер, назовем это так, даст тебе денег не за бойца, который воюет, вот, реально подготовленный воюющий боец, мотивированный, идет в атаку, штурмовик, ну или там какой-нибудь там дроновод суперкласса, а тебе дадут за массу породы, которую ты отсеял. Давайте по порядку. Иллюзия качественных солдат – это иллюзия малых войн. Партизанского масштаба, там вот операции типа Афганистана там, и так далее, и так далее. Массовая большая война регионального масштаба, тем более там континентального, как сейчас, это массовая армия всегда. Это значит очень много дешевого оружия и очень много дешевых солдат. Только так она может быть выиграна. Или хотя бы не проиграна. Раз. Поэтому сделать из всех супербойцов, которые там в красивой камуфляже с красивой постриженной бородой красиво бегают, не получится. В отдельных подразделениях, там, на отдельных направлениях, в отдельных войсках, в отдельные моменты возможно. Нужен массовый пехотинец, которого сейчас берут, и массовый дроновод. Набирают их через принудительную мобилизацию. Это однозначно, других вариантов здесь нет. Потому что, и это главная причина, неясны политические цели войны. Если переводить с умного языка на человеческий, не каждый украинец далеко понимает, нахера продолжать эту войну еще год и два. Смотрите, война же имела смысл первые 50 дней. Вот когда навалился проклятый враг, надо было отбиться 5-10. Потом она полсмысла потеряла, но еще кое-как, там до освобождения Херсона, вот это вот все, вот в зиму 22-го надо было заходить уже в переговоры, возобновлять Стамбул и так далее, это максимум. Дальше она стремительно теряла смысл. Сейчас она обессмыслена в очень большой степени. За что мы воюем? Вот скажите мне сейчас. Ну, если брать разумные рассуждения. Потому что есть, конечно, группа товарищей, которые верят, что Путин хочет уничтожить всю Украину, мечтает взять Львов, а потом и Париж. Но это для таких существует специальное заведение, как бы, да, и добрый и вежливый персонал. Мягкий, как бы, да, который всегда ладошку положит на лоб, сделает укол, да, и грелку под бок засунет. Это вот трезво. За что идет война? Ну, за кладбище, Алексей Николаевич. Смотрите, мы не знаем ответа на этот вопрос. Нет, мы знаем этот вопрос. За кладбище.
Смотрите, А за что тогда хлопцы полегли? Нам этот нарратив забросил Кулеба, но он просто гений, потому что он это сформулировал. Но нам, в принципе, это говорят достаточно часто из ящика. теперь смотрите, это нарратив государственный, правильно? Он Да. где-то формируется и транслируется. Теперь мы берем, что в головах мобилизованного или его родственников, там, да, или тот, который будет под угрозой мобилизации. 1489 день войны. За что война? В трезвом размышлении. За То есть, Зеленского. смотрите, я к чему хочу сказать, что напряжение, которое требует эта война, напряжение, это огромные потери, сотни человек и тысячи людей в месяц с обеих сторон, как бы, да, убитыми, совершенно не соответствует, причем с обеих сторон, заметьте, ясности, доходчивости формулировок политических или там хотите целей, которые надо еще превратить в моральные стимулы. Ну, вот что такое Великая Отечественная? Вставая, страна огромная. Немцы совершенно очевидно, немецкие войска доказали, что они уничтожают население массово, придя сюда. Поэтому, как бы не любили Сталина и советский режим, тогда народ поднимался, уже понимал, что такое немецкая оккупация. Что их надо выгонять, иначе зондеркоманды это все нахрен поубивают, поспаливают. Ну, да, очень наглядная агитация. В Беларуси 10 сел было в округе. Село, откуда мой отец. 9 из них немцы уничтожили. Наше село уцелело по той простой причине, что там немецкий штаб был, оно должно было кого-то обслуживать, стояли немецкие войска, поэтому она уцелела. Это село уцелело. 10 уничтожили. Все было предельно наглядно. Как бы, да. А здесь что? Ну, давайте, мы же как бы объективные люди. Вот, да, гибнет массовое мирное население. Да, мужиков загребают на оккупированных территориях, гонят в российскую армию, и граждане Украины воюют против украинцев. А пенсионеры получают пенсии на оккупированных территориях. Строительство идет, правильно? И так далее. То есть, это уже очень большое комплексное явление. И смотрите, какую задачу нужно решить. Мобилизация – это прежде всего ясная формулировка политических целей войны. И второе – превращение их в моральные стимулы. Формулировка до такой степени ясности, чтобы каждому, там, человеку, закончившего 3 класса образования, имевшего, да, и живущего, в принципе, в деревне, в селе, было понятно, за что он воюет натурально. Вот за что потери тысячами нести в месяц, убитыми, ранеными и так далее. Интенсивность боевых действий запредельная, цели неясны. И это как раз вот такая война, которая... Они периодически случаются в истории. Когда уже все по инерции едет. Берем российскую сторону. За что россияне укладывают такое количество людей ежедневно? Ежедневно. Это сотни погибших, искалеченных. Но для того, чтобы полностью освободить Донецкую и Луганскую область. Защитить Донбасс, Новороссию. Защитить Донбасс, Новороссию и так далее. Ну, вы же И понимаете, что... Украину Хорошо иметь, бы защищать Донбасс. Да. Хорошо бы защищать Донбасс, когда у тебя 10 человек в сутки гибнет. Когда у тебя 1000 гибнет, это уже начинаешь... Это только когда матушку Россию надо защитить, такие потери возможны. Ведь потери по интенсивности, как в Первую и Вторую мировую в этой войне. Там и цели должны быть экзистенциальные, понимаете, да, для обеих сторон. А теперь смотрите, что получается. Получается, что Зеленский выходит и говорит: я не могу отдать Донецкую область, потому что народ мне не простит. Теперь возникает вопрос, а какой народ он спрашивал? Вот что реально думает народ по этому поводу, мы же не знаем. Свой народ спрашивал. Ну, 5-6 менеджеров, которые его окружают, вот этот народ его не простит или как? Мне попалось видео, знаете, такое классное было патриотическое шоу «Я люблю Украину». И там всякие вопросы, команды, ну, по типу вот это из нового канала, как мальчики, девочки, вот это все. И там Потап, который сейчас обитает в Барселоне, говорит Зеленскому, еще тогда актеру, говорит, ну, он не совсем украинец. Ну, а тот начинает отшучиваться, я там, насколько украинец, узнаете в бане, ха-ха-ха. И так всем было весело и смешно в то время, тогда, понимаете? Просто... Что я хочу сказать, что мы не знаем реальное отношение народа к политическим целям, которые ставятся в стиле «мы еще год-два будем воевать». Не знаем. Никто не может померить. Но мы знаем, что нам врут 100%. Потому что любой из нас, спросив свое окружение и даже самого себя, как он реально, понимает ли он, за что идет война, и почему нужно нести такие потери, которые, возможно, только когда они даже за насмерть бьются. А этой ситуации политически нет на самом деле. Смотрите, услышьте, государственности Украине и России ничего не угрожает в этой войне. Услышьте это. И Украины тоже.
И Украина тоже. Россияне не в состоянии взять даже левый берег, не то что всю Украину. Сменить власть не в состоянии и так далее, и так далее. Но если мы так дальше будем продолжать сопротивление, как бы они это прекрасно понимают. Они снизили требования, отдайте Донецкую и все, на этом штык в землю. Они прекрасно понимают, что они могут и чего они не могут. Чтобы, положив огромное количество, взять Донецкую, и хватит, они уже не тянут сами. Так вот, даже государственности, не то, что там существованию этносов, наций ничего не угрожает, а потери ведутся такие, как будто на инопланетяне напали, несутся интенсивность боевых действий, и надо стоять насмерть, чтобы вообще выжило человечество как раса. И вот этот люфт, это должен быть главный предмет исследования. Как так получилось, что, условно говоря, вопрос на 3 копейки, я утрирую, а каждый день миллионы тратятся? То есть, единственное разумное объяснение, которое я этому вижу, ну, если вот я два вижу. Если уходить в метафизику, то это два народа выступают как инструменты истории. Мы не знаем, для чего эта война. Узнаем только потом, спустя какое-то время. Второй вопрос, если спуститься с метафизики на уровень рациональной политики, что продолжаются только потому, что не могут остановиться уже. Это вот как раз к области заявления Кулебы. Ну, как бы уже кладбище толкают вперед до какого-то конца. Идет взаимное истощение сторон. По принципу все закусили у дела, заплатили огромную цену, так что ж теперь останавливаться. Это ровно принцип казино. Это когда в 5 утра из казино выходят два мужика, один голый, второй в трусах. И голый говорит: Петрович, за что я тебя уважаю? За то, что ты умеешь вовремя остановиться. Такая война уже была, парагвайская война. Парагвай стремительно развивался в 19 веке. У него был харизматичный лидер. Они поссорились с 3 соседями. Те одновременно на них напали. И харизматичный лидер сказал: не сдамся, пошел на войну сам, призвал своих сыновей и так далее. В результате 90% парагвайских мужчин погибло. Парагвай вводил многоженство для того, чтобы восстановить демографический кризис. Перестал быть самой динамично развивающейся страной Южной Америки и влачит очень жалкое, тяжелое существование. Прошло 150 лет, они не могут опомниться от последствий этой войны. Нас тоже ждет да. жалкое Смотрите, существование. что нам сейчас говорят. Мы исторически выступаем инструментом истории, нам говорит пропаганда, для того, чтобы обломать проклятую Российскую Федерацию, проклятую Россию с ее экспансионистской политикой. В идеале эта империя должна развалиться, и тогда вот это мы выиграем эту войну. Вот это будет. Нам все говорят об этом, все официальные лица. Вот это будет фишка. Никто не говорит, что будет с народом Украины, какую цену он заплатит, уже платит, и что хочет этот народ в принципе. Хочет ли он выступать инструментом развала Российской империи? Или он хочет немножко пожить сам? А ведь еще надо суметь развалить. Это же тоже не гарантированный конец. И вот выходит издательство западное, которое говорит: так там же 20 миллионов только в Украине сейчас. Да. А еще недавно было 52. Украина во Второй мировой войне не понесла таких потерь, включая Голодомор и все остальное, гражданскую войну перед этим и прочее, как понесла вот уже за эти 10 лет 2014 года. Часть сбежала, часть погибла, часть там где-то в рассеянии и так далее, и так далее. Опять же, никто же не говорит о таких вещах, что в Российской проклятой Федерации от 1 миллиона до 2 украинцев, ушедших туда после начала войны. Это же тоже специфическое явление, которое надо обсуждать. Никто не говорит об украинцах, которые добровольно возвращаются на оккупированные территории. Это же тоже что? Проблема, правильно? Это очень сложное, комплексное явление. Его сузили до примитивных лозунгов. Во время войны неизбежна примитивизация, как бы переход на черно-белые тона. Мы свои, они, да, нет, жизнь, смерть. Но надо же и меру знать. Потому что пропаганда с обеих сторон вообще ушла в никуда. И вот работают 2 машины в холостую. Они никак не зацепляют массового бойца, кроме идеологических бойцов с 2 сторон, которые тоже всегда есть. Массовый боец, он уже попадает в эту машину, и он по инерции действует, понимаете. Да, нам периодически показывают истории, что человека бусифицировали, а он стал героем. Такие истории всегда находятся в статистике в 100 тысяч человек. Всегда можно найти 3, которого бусифицировали. Он подумал: ну что, я теперь раз уже в армии буду нормально воевать. И нормально воюет. Но это не есть норма. Остальные воюют по инерции. Инерции. Давит прокуратура, давит ДБР, давит там особый отдел со стороны России и так далее, и так далее. Давит сами обстоятельства. Он часть машины, эта машина гонит его в бой. Вот замполита сейчас с обеих сторон поймай, посади его и скажи: боец, вот ты понимаешь, за что ты идешь воевать? Ну, Россия, что российский скажет? Чтобы НАТО не пришло на Урал? Ну, вы в это верите всерьез? И посмотрите на это НАТО.
А украинский скажет, ну, чтобы россияне вот не захватили Житомир и Львов. Вы в это верите? Вы посмотрите, как они Покровск берут. Какой там Львов и Житомир? Поэтому произошло самое главное. Расцепился коленвал, который приводил в мотивацию бойца, превращал его в энергию на поле боя. Сражаются две машины, где человеческий фактор уже не рассматривается, потому что за 4 года эти машины достигли совершенства, что даже человек, лишенный мотивации, поставленный в определенных условиях, он будет нажимать на курок, запускать дрон и так далее, и так далее. И остается вот просто сделать шаг назад и задать вопрос, а на что работают эти машины, какова генеральная цель всей этой истории для обеих сторон. Не только для Украины, не только для России, для обеих сторон. Снаружи цель. Да, для чего мы массово мочим друг друга? Для того, чтобы выполнить задачи не этих двух сторон, а третьей стороны. А теперь возникает вопрос, а как мы позволили себе попасть в такую ситуацию? Еще раз услышьте. Любой нормальный человек, вот со стороны, поговорите с чатом, простите, GPT на эту тему, оцени хладнокровно, не занимая ничью позицию, и не называйте Украина Россия. Скажите, планета Феникс, и на ней воюют там группировка X, группировка Y. И скажите, наблюдается очень странное явление. Цели политические никто не может сформулировать так, чтобы они были вдохновляющие, а интенсивность боевых действий и потери зашкаливающие. Какие возможны объяснения в этой ситуации? И посмотрите, что он вам ответит. Потому что я в своей школе, простите, учу, первое, чему учу, обращать внимание на присутствие необычного и отсутствие обычного. В этой войне, на данной фазе, для обеих сторон существует огромный разрыв между ясностью формулировки цели, они не являются ясно сформулированными, не являются вдохновляющими, и тяжелейшей интенсивностью боевых действий. Это может означать только одно, что реальной причиной продолжения боевых действий является не то, что декларируют политики с обеих сторон. Тогда вопрос, а что? И как мы оказались в такой ситуации? Осознают ли это политики? Если осознают, почему не говорят? А технологии социальные и технологии поля боя достигли того, что люди в виде этих биодронов уже друг друга мочат давно, 4-й год. То есть, смотрите, система совершенно до некоторой степени, до той степени, чтобы обеспечить ведение интенсивных боевых действий. И эту систему обе стороны собираются продлить еще на год, на 2. Ну, то есть, она совершенствуется законодательно, она совершенствуется социально, она совершенствуется в техническом отношении. То есть, задача поймать 30 тысяч человек в месяц для обеих сторон, заманить или поймать и отправить на фронт, и там заставить воевать, худо, бедно, криво, косо, осуществляется обеими сторонами. Да, причем же раньше как? Вообще плевать, что ты там. Какая у тебя ОФП, какая физуха, какие навыки, кто ты там по образованию. Все равно. Дед, Слушайте, ничего да. страшного. Скрутим, закон подписан. Все законодательно для того, чтобы... Да ладно, закон подписан. Тут там же каждый день пишут люди, они рассказывают, например, что человека взяли с ростом, который до 150 сантиметров не дотягивает. Что запрещено вообще. Даже в военное время таких не призывают. Ему на медкомиссии дописывают лишние сантиметры и вперед. А у него генетическая болезнь. Как бы вообще нельзя призывать. Он немедленно здоров и поехал. Но вот такие вот вещи, что не работают отмазки, не работает наличие детей, что если тебя уже поймали, будь ты забронирован, будь ты в том возрасте. У нас же сейчас случай какой, там заявили несколько общественных деятелей, что 7 женщин украинских поставили, уже 7 случаев, а может их реально, наверное, больше, 7 стало известно, их поставили на учет военкомата, закона по снятию женщин нету с учета воинского. Суд бы, да, только через суд. Только через суд, это длинная история и так далее, и так далее. Вот. И другие люди задают разумный вопрос. Вы хотите, чтобы украинские женщины начали выезжать массово? Имея перед лицом такую историю. Вот машинерия работает, машинерия гонит. Это гонит публику, воронка затягивает и гонит ее на фронт. Это с обеих сторон. И мы переговариваемся о судьбе Запорожской АЭС какой-то, бля. Кто возьмет или не возьмет этот Славянск? Рассекут ли на Боровую или не рассекут? Отобьем ли мы или не отобьем? А что надо было бы сделать? Надо было съехаться в том же самом Минске, не в Стамбуле, в Минске. И спросить друг друга, ребята, а как мы вообще оказались в такой ситуации? Давайте вот все, сейчас стоп, пауза, делаем шаг назад и трезво смотрим со стороны. Что-то же не то явно происходит, понимаете? Происходит явно и очень серьезное несоответствие. Ну что, там России так нужна эта Донецкая область? Ну, серьезно. Она огромная территория, одна из крупнейших стран мира. Там свое освоить, но не хватает рук, усилий, времени и денег. Надо завоевать еще кусок. А нам что?
Ради чего у нас машина работает, перемалывает граждан, судьбы, экономику, будущее, право, конституцию, человеческое достоинство и так далее, и так далее. Чтобы не отдать Донецкую область. Цель не отдать Донецкую область – это 20 погибших в сутки, ладно. И когда их 150, это явно не цель. Цель не про Донецкую область. За этим что-то очень серьезно стоит. И проблема в скрытых причинах войны. Заметьте, мы начали с вами беседу, что вы с какой позиции выступили. Неявно сформулированной, что то, что происходит вокруг Ирана, очень странная история. Потому что, с одной стороны, вот мы уничтожим проклятый режим Аятоллы, с другой стороны, завтра переговоры, и Венс прилетает, вице-президент, на секундочку. То есть, есть скрытые причины войны. Так вот, давайте констатируем, что в Иране, что в российско-украинском конфликте, что в подноготной Беларуси, которую мы разбирали, что в угрозах Балтии нам одну туфту продают и пузыри надувают. А есть реальные скрытые механизмы войны. И о них никто не ставит. Но я гарантирую вам, не может ни одна сторона терять сотни убитыми, если причины не являются предельно серьезными. Метафизически, экзистенциальными, какими угодно. Потому что, объяснять это, мы сейчас спасем наших братьев в Донецкой области, тут же там уже не живет-то никто уже в этой Донецкой области, там только военных друг друга убивают, и случайно прибегающие мимо гражданские, там уже не за что воевать, не за что обеим сторонам. Это нежилая территория уже. Понимаете, да? Поэтому насколько оба общества хотят говорить, или комментаторы хотят говорить о реальных и скрытых причинах войны, это отдельный большой разговор. Но мой тезис очень простой, что пока мы не всерьез не задумаемся и не начнем на уровне реальной ситуации, реальных скрытых причин и механизмов этой войны рассуждать, она будет продолжаться. Машина будет гнать с обеих сторон людей на убийства, которые будут умирать, не понимая, за что они умирают. До конца не понимаю. Вы когда себе задаете этот вопрос, находите ответ? Я верю, он будет максимально мутным, но я верю, что сейчас происходит, что оба народа выступают механизмом истории, действия которых до конца нам непонятна и логика. Что гонят не Зеленский и Путин, гонят механизмы постарше. Инопланетяне прилетят в конце концов. Не инопланетяне, там, я не знаю, рука истории, давайте назовем это как и так далее. Если какой-то там замысел божественный там и так далее, далекий, знаете, когда зло оборачивается в добро спустя какое-то время. Я же не случайно сегодня говорил про Македонского. Это были амбиции 20-летнего пацана, в результате вышла вся наша цивилизация от Ирана до США из этих амбиций. Мы не знаем до конца. Если теперь спускаться на уровень рациональной политики, отбросив метафизику, не говоря о ней и так далее, то ситуация явно сконструированный искусственный характер имеет. И меня поражает, что и россияне, и украинцы, я постоянно об этом говорю уже 3 года подряд, соглашаются на эту искусственность. Буквально платят своими жизнями за искусственно сконструированную политическую ситуацию. Когда вопрос не стоит выеденного яйца, это вопрос 2-часового разговора, если люди всерьез настроены прекратить войну. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Он такой. У кого больше шансов на успех в военном смысле этой весной? 2% Украина, 15% США, Израиль, 41% Иран, Россия 42%. Смотрите, наверное, Иран, Россия, да, имеется в виду, что Иран-то уже победил, понимаете? Иран-то не пал, поэтому сегодня вообще я считаю, сегодня день победы Ирана. Вот сегодня надо прям, 23 марта, все, Иран победил. Потому что Трамп вильнул лихо, вильнул крепко, переговоры, плюс еще там очень красиво на эмоциональные вещи, так как персы умеют, отвечает там Трампу всю дорогу, там советники отвечают, министры иностранных дел. Посмотрим, куда это все вывезет. Считают, что Россия и Иран, понимаете, впереди имеют больше шансов на военный, внимание, чисто военный успех. Вот так думает аудитория. Мы же знаем, что у нас аудитория специфическая. Они в комментариях пишут: Алексей, вы ошиблись, Иран победил США. Я отказываюсь бороться с людьми. Они выиграли по очкам вчистую. Кто серьезно думает, что Иран победил США, я бессилен здесь. Я не могу с этим ничего сделать. Думайте. Завидую. Смотрите... Завидую молча, да, Алексей? Да, молча завидую. Да. Завидую молча. Так, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что их оставляете и задаете. Значит, поехали. Сначала вопросы
там, которая QR-код, клуб зрителей и потом сообщество и чаты. Пробежимся очень быстро, не шибко как бы долго. Вопросов, правда, очень много. Все точно не пройдут. Поехали. Режим Блиц. Алексей, метафора Медведева верна. Любая свинья у корыта рано или поздно сталкивается с выбором. Либо учиться договариваться с теми, кто ходит к корыту, либо защищать корыто так яростно, что по итогу перевернет и разольет все сама. В каком из этих двух состояний, на ваш взгляд, сейчас находятся США? В фазе агрессивной обороны или уже в фазе неконтролируемого разрушения корыта, от которого пострадают все, в том числе и сами США? Друзья, вы можете об этом не мечтать. США, все, что вы пытаетесь описать как Третью мировую войну и вообще разбалансированный мир, для США это очень ограниченная операция, маленькой щепоткой войск, происходящая далеко на периферии, имеющая ряд целей от геополитических до экономических. В первую очередь, это все направлено против Китая, на ограничение его возможностей. И задача поставить Китай в стойло. Переговорами ли, через силовое воздействие, через угрозу воздействия, через демонстрацию воздействия. Называется операция базовых эффектов. То есть наносятся удары по несущим. Представьте себе здание, несущие колонны, да, их подтачивают и предлагают договориться, пока все здание не рухнуло. Они не бьют по штабам. По самому Китаю никто не бьет, но бьют по несущим конструкциям. Это их стратегия, они ее реализуют. Успешно или неуспешно, это можно будет судить через несколько лет, если не через несколько десятков лет. Поэтому прилетело 400 самолетов, там и что-то там летает, и две авианосные несчастные ударные группы из 12. Даже по авианосным группам можем посчитать, что американцы задействовали 6-ю часть из возможных сил и средств. Очень ограниченная история. Сухопутные войска вообще не задействованы и так далее, и так далее. Что же вы все пытаетесь натянуть это на великий проигрыш США, разрушение Третьего храма и так далее, и так далее. Нету ничего и близко. Понятно, что заголовки не пройдут, если писать, что нет Третьей мировой войны, но в трезвом размышлении, это все равно, что я не знаю, что вы там потратили 6-ю часть зарплаты, а описываете эту ситуацию семье, родственникам как тотальное крушение всего, да, и там необходимость продавать квартиру, но это же не так. Светлана из клуба зрителей задает вопрос. С детства спартанцев учили говорить коротко по делу, манера коротко и ясно изъясняться стала называться в Греции лаконичностью, так как Спарта находилась в области Лаконии. Показательный пример лаконичности связан с македонским царем Филиппом II, отцом Александра Македонского. В письме, адресованном Спарте, он написал: «Советую вам сдаться немедленно, потому что если моя армия войдет в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабощу людей, разрушу город». Спартанцы ответили коротко: «Если». Скажите, каков был бы ваш короткий ответ или предложение в мирных переговорах Украина-Россия со стороны Украины? Да я что еще раз называл, но могу еще назвать еще раз, что хватит быть индейцами у белых господ. Причем индейцами, добровольно убивающими друг друга за одеяло, пропитанное оспой. Все очень просто. Сообщество YouTube полетели. Оля спрашивает. Сегодня в эфире, в предыдущем эфире на моем канале спикер заявил, что украинцы в России не должны принимать участие в выборах в Украине, и это люди не имеют на это права. Что по этому поводу думает Алексей? Разделяет ли? Так у нас же каждый день вносятся какие-то предложения какими-то спикерами, как сделать так, чтобы 4/5 украинцев не голосовало, которые лично мне не нравятся. Любому спикеру. Одному спикеру не нравятся военные, другому не нравятся гражданские, третьему не нравятся сбежавшие, четвертому не нравятся сбежавшие не туда. На каждого из этих спикеров есть конституция. Есть международные наблюдатели, есть там позиции ближайших союзников и спонсоров. Посмотрим, как это в реальности развяжется. Я думаю, что чем больше будет ограничено избирательное право, тем менее будет довольных среди основных спонсоров США и ЕС, в том числе избирательного процесса, потому что у них есть определенные стандарты. Эти стандарты родились не просто так, поддерживаются не просто так. И сделать так, чтобы мало украинцев голосовало. Чем меньше проголосуют, тем менее будет легитимно эти выборы считаться. А раз менее легитимны, значит вопрос о поддержке следующего правительства, экономической, политической, все будет больше проблематизирован, потому что им своим будет трудно объяснять избирателям, почему они отнимают такие деньги и дают Украине, где сомнительные выборы были проведены. Поэтому их и вовсе не проводят. Да. Сначала долго не проводились, а теперь, если вдруг когда-то будут проведены, они будут такие сомнительные, где 5-я часть не примет участие избирателей, там каждый 5-й, а может быть и больше, каждый 3-й.
Поэтому разговоров будет много, а как оно будет в реальности, я думаю, что будет какой-то разумный компромисс, в том числе и украинцы за рубежом будут активно голосовать, и, скорее всего, и украинцы в России будут голосовать, так или иначе. Алексей, возможно ли появление новой третьей силы, которая отметет миропорядок договорняка так же, как Цин смела сражающееся царство и их связанные между собой родовые знати, и как большевики против кровных монархий и капиталистов Европы? А где же им взять эту третью силу? Инопланетяне разве что. А на Земле и брать негде. Почему, Демьян пишет, Арестович так уверен, что российские потери больше украинских, если учесть, что у России намного лучше с артиллерией и авиацией, с другой стороны у ВСУ провальный контрнаступ, Крынки, Курская авантюра, к тому же в армии много неподготовленных бусифицированных, как с российской стороны, обученные добровольцы. Потому что я знаю. Я не думаю, а я знаю. Поэтому я 1000 раз объяснял, почему, и 1001 не хочу отвечать. Если вы хотите верить в то, что Украина зашкаливающая потеря, а Россия воюет задней левой ногой, я не могу вам запретить. Верьте на здоровье. Алексей, Зеленский делает все, чтобы разрушить страну и государство, то, может, поэтому его банда грабит, убивает народ, потому что знает, государство рухнет, и народ все равно расколется, а затем и отвечать не перед кем. Нет, он так не думает. Он думает, он искренне верит, что он ее защищает. И народ, и государство. Поверьте, в этом-то и есть нюанс. Так, вопрос довольно провокационный. С одной стороны, нам годами рассказывали, что Запад помогает Украине чуть ли не бескорыстно, спасая демократию. А теперь украинские чиновники заявляют, дайте истребители, а мы поделимся дронами. Это вообще нормально требовать что-то в ответ, когда тебе и так помогают. Не офигели ли там? И как политолог оцениваете такую тактику? Это наглость или вынужденная игра? Это хуцпа, то, что называется. Стиль украинской политики при президенте Зеленском. Вы нам всем должны. Вы самые лучшие, а вы нам всем должны. Алексей, поясните ситуацию. Иран заранее предупредил, что будет бомбить газовый порт Катара. И успешно отбомбил. Никто защитить не смог. Как так? Ну, как успешно? Часть сбили, часть не сбили. Это огромная площадная цель. Всю ее не перекроешь. Уж насколько в Израиле надежно прикрытый реактор в Демоне, это, да, и то пропустили. Это же война. Всегда можно пропустить. Противник совершенствуется, ведет разведку. С нашей стороны тоже все живые люди. Или с противной стороны. Техника может ошибиться. Где-то просчет, где-то еще что-то. Разведка ошиблась. Кто-то проспал дежурную смену, кто-то шпионом оказался. Это сложный динамический процесс. Газовое месторождение в Катаре, весь этот комплекс по добыче, это огромная площадная цель. Ее перекрыть невозможно никакими силами. Куда-нибудь обязательно да попадешь. Когда можно спросить, а как лучше в мире российское ПВО? Может, и не шибко хотели. Нет, хотели. Хотели, это же огромные убытки. Проблема Чьи убытки? Катарские. Опять-таки, про скрытые цели этих, понимаете? Подождите, тут же есть нюансы. Дело в том, что резкие колебания рынка газа тоже не удовольствие американцам, иначе бы они об этом не говорили, о том, что позволят даже иранскую нефть экспортировать. Там же речь уже об этом идет. Поэтому тут другое. Это все равно, что сказать, что в России самое лучшее в мире ПВО наземное. Это действительно правда. Но они регулярно пропускают тяжелейшие удары с украинской стороны. Почему? Потому что огромная территория, все не перекроешь, как ни старайся. Никакого ПВО не хватит. Людмила, здравствуйте. Сегодня Зеленский обсудил с президентом Мозамбика поставки газа в Украину. Алексей, скажите, это уже дно или нет? Куда катится наша страна? Спасибо, берегите себя. Какая разница, где, кто бы и где бы, откуда бы не поставил газ, это хорошо. Вопрос, как они собираются поставлять этот газ. Вот меня интересует траектория этого газа, добытого в Мозамбике. Ну, допустим. Ну, понятно, что Роттердам плюс-минус 2, 4, 5. Ну, то есть, это же на голову не одевается. Да? Я не великий специалист по транспортировке газа, но не знаю, есть ли, наверное, СПГ, терминалы в Мозамбике, которые, или куда он там поставляется, где есть эти терминалы, оттуда идут танкеры, и куда они приходят в результате. Хороший вопрос такой жизни. Куда это сливается и как оно поставляется, уж не знаю. Может, в бутылках будет провозить этот газ, или в грелках Украину. Хороший такой жизненный мужской вопрос.
Привет вам из Киева. Можно ли поддерживать свою сборную по футболу, если там играют трусливые ребята, которые не осуждают похищение, убийство людей внутри своей страны? Их же зрителей. Так вы решаете, можно поддерживать или нет. Я осуждаю. У меня позиция есть, она публичная, она мне дорого обходится. Так, Синяя Борода задает вопрос. Алексей, скажите, все ждут мира или перемирия, но по факту все ждут новую Украину, и каждый сам свою. То есть, я так понимаю, все начнется уже завтра, но надо, чтобы догорело и стерлось то, что внутри. Или я правильно понимаю, или поправьте меня. Какой срок вы отводите на это догорание? Спасибо, всем добра. Это очень длинная история. Мне нечем вас обрадовать. И война будет долго, и перестройка Украины будет еще дольше. Как Ольга спрашивает Бирюкова, как живется Алексею на чужбине? Прекрасно. Тоски нет? Нет, у меня отличный обывательский образ жизни, я весьма доволен. Так, поехали. Чат трансляции. Значит, канал Алексея. Что будет с украинцами в США? Это большой вопрос, успокоится ли ИСИ и какое будет фундаментальное решение принято. Я думаю, что фундаментальное решение не пройдет, потому что не проголосует ни Конгресс, и суд всегда перерешит в пользу мигрантов, потому что Запад никогда не отступит от принципа, что нельзя высылать людей, которые сбежали от агрессивной войны, там, да, как бы и так далее. А вот инцидентов в стиле поймали, а потом депортировали конкретного человека или конкретную семью, которых уже хватало, да, вполне может быть. Потому что, когда метла метет, там попадаются. Да. Если по принципу лес рубят, черки летят. Поэтому я всем украинцам США желаю быть осторожными, иметь хороших адвокатов и не попадаться под массовые акции депортации или частные акции депортации. И еще раз позаботиться о своем статусе и о статусе своих близких. Значит, Александр Алексеевич, здравствуйте. Видел старое видео Алексея, где он расписывал, как устроена Украина. Там он говорит, что после Майдана на Украину давит исторический фактор. Сейчас еще давит такой фактор? Конечно, он все время давит. А давит он в виде одного простого вопроса про будущее Украины. Оно о чем вообще? Что это будет за страна, для чего она будет существовать и так далее. Это, причем это же не абстрактная категория, это будущее, на которое каждый украинец, желающий разделить свою судьбу с Украиной и другими украинцами, должен задать вопрос. Он должен, вернее, иметь предметный ответ для себя лично. Но если он 5-летнему ребенку это объяснить не может, хорошо, 8-летнему, значит, такого ответа нет. Здравствуйте, вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, очень важный эфир Штефанова-Латыниной. Тема очень острая. Прокомментируйте блокировки Телеграма в Украине и России. Вообще цензуры в этих странах. Я не смотрел этого эфира, не знаю, о чем он. Блокировка – это, с одной стороны, неизбежная, а с другой стороны, очень печальная история, потому что и та, и другая сторона в этой абсолютно бессмысленной ситуации бессмысленной войны, прибегает все или пытается прийти к все большим мерам подавления внутренних свобод, что является прямым следствием бессмысленности войны. Если война осмысленна, ничего подавлять не надо. Человек и так понимает, за что он сражается, за что он терпит лишения. А когда нет, он начинает роптать. А чтобы не роптать, надо заткнуть. А чтобы заткнуть, надо запретить интернет. Вот поэтому обе стороны начинают так или иначе рассматривать подобные действия или в значительной степени уже делают. Только Россия делает это по-имперски, предлагает МАКС. Она там пытается альтернативу создать. Мы от Запада не зависим. Зачем нам пользоваться западными методами и прочее. Понятно, давайте нашими православными. Но фишка же в чем? Что если бы было прямое и ясное понимание, за что обе стороны сражаются, за что идет вообще цивилизационный выбор, не надо было бы ничего ограничивать. Ограничивать надо, когда люди ропщут и не понимают, и им не могут объяснить. Ох, у меня в чате вопросы, конечно. Хотите ли, не хотите, в общем, как вы относитесь, когда сжигают убитых украинцев в крематориях, чтобы не платить матерям? Как к этому можно относиться, Андрей? Это такой вопрос, а как вы относитесь к тому, что люди врут, убивают, как вы относитесь к каннибализму? И едят себе подобное, каннибализм. Да. Относимся сложно. Конечно. В основном не одобряем.
Если гипотетически, пользователь спрашивает, будет военный конфликт между Украиной и Белоруссией, Россия изменит характер и тактику действий, исходя из договора союзного, как вы думаете? Я Она про никак не более изменит. Она жесткий просто будет... сценарий. Какой? Ядерное оружие? Ядерное оружие, Ну, орешники. ну, орешники, куда они полетят? Мы 1000 раз с вами это обсуждали. И почему за Россию, когда бьют по российской территории каждый день, Россия не применяет ядерное оружие, а за Беларусь вдруг внезапно начнет применять? Где логика? Сегодня влупили терминал нефтяной, подожгли в Ленинградской области. Там очень серьезный ущерб. Как бы, да, где ядерное оружие? Ядерного оружия нет. А в Беларуси подобьют Мозырский завод, и сразу Россия применит ядерное оружие. С чего бы вдруг? За себя не применяет, применит за Беларусь. Мгм. Вопрос. Алексей, вы уважаете украинцев? Ну, я уважаю отдель персоналей, скажем так. А отдельных не то, что не уважаю. А помните, были мои знаменитые слова? Ну, вот мог бы повторить. Ну, напоминаю, так. И тогда не касалось всех украинцев, и сейчас не касается всех украинцев. Это про очень конкретных людей. Ну, давайте еще финальный вопрос. Жанет Пачурина спрашивает. Здравствуйте, Алексей, на месте Путина вы бы поверили и подписали договора с Украиной? Ведь столько вранья, воровства и коррупция здесь. Спасибо вам за работу. Поверить во что? В договора. Ну, тут в пункты, я Смотря так какие понимаю. договора и как они обеспечены. Это же все конкретные вещи всегда. Кем обеспечены, как обеспечены, какая система гарантий, система мониторинга соблюдений. Если уже строить такую систему договоренностей, то это надо строить в рамках коллективной системы безопасности. Что мы делаем с поводом к войнам? Возможно, как нерешенным фундаментальным противостоянием. У нас есть место войны. Вот вопросами, которым нужно задаваться. А просто подписать, что мы с сегодняшнего дня не воюем, отводим войска, Запорожская АЭС раздает электричество в две стороны, это ничего не сделает с фундаментальными причинами войны. Это значит только одно, что она повторится через какое-то время. Веришь ты в это или не веришь? Фундаментальные, неустраненные фундаментальные причины войны снова приведут к этой войне. Хочешь ты, веришь ты в это, не веришь, это веришь. Оно просто сработает как законы физики. Поэтому их на уровне, именно на этом уровне и надо разбираться. И договора, если уже делать, оформлять на этом уровне. Потому что в противном случае это будет частное перемирие. На 2 года, на 3, на 5. Но будет потом опять война. Разбираться на уровне скрытых фундаментальных причин, о которых мы сегодня говорили. Вот с этим с финалом я согласен, а с тем, что будет еще одна война, я не согласен. Я думаю, что уже не будет никакой войны. Если не сделать размотают просто до такой степени, что, ну, уже, ну, в общем... Так смотрите, война, это же надо широко понимать. Так нас 20 миллионов. Смотрите, не в этом же дело. Может начать война в большом смысле, война в Восточной Европе. Беларусь, Польша, Финляндия, Балтийская война какая-нибудь. Остатки украинцев где-то будут там сражаться в составе польской дивизии. Что мы этого не видели? Что видели миллион раз. И в Первую мировую, и в Вторую мировую. Война, она всегда какая-то война. Пока не устранены причины фундаментальных противоречий в Восточной Европе, и не надо их сводить только к тому, что агрессивно Российская империя всех хочет завоевать, эти бла-бла-бла сказки, вот, то она будет возобновляться с Украиной или без Украины. Здесь всегда Восточная Европа будет воевать. Поэтому решать нужно только на уровне чего. Как была создана ситуация в Восточной Европе, что нам все время хочется воевать. И как сделать так, чтобы войн было поменьше или желательно вообще не было. Давайте механизмы арбитража. А то, если у нас НАТО, с одной стороны, 5 раз расширяется, хотя обещали не расширяться, а потом рассказывают, что с той стороны параноики, которые вот агрессивно хотят напасть. А параноики, оказывается, год перед нападением на Украину делали все, чтобы этого нападения не случилось. Статьи писали, пытались договориться, ультиматумы выдвигали, как-то искали хоть какое-то решение и так далее, и так далее. А Украине дали 20 джавелинов и 30 стингеров и сказали, ребята, все, ваше государство осталось 3 часа, вернее, 3 дня, то это очень похоже на ситуацию, которую сконструировали, я бы так сказал. Понимаете, ну? Вопрос о скрытых причинах. А теперь центральный вопрос все тот же. Я его задаю везде. У Латынина, у вас, в частных беседах и так далее. Почему россияне, украинцы позволяют быть игрушками в ситуации, которую конструируют не они? Индейцами быть. Ну, идентичность, вот, потому что выбили. Вот Понимаю, главный вопрос этой войны. Потому что правильно. Главной скрытой причиной на самом деле являются не происки злобных масонов, а это война за идентичность.
Так То, ее что она выбили. да, то, Вы что видели, она, как да. Филарета вот это вот над костями пляшут? Это же Да, какой-то просто то, какой-то что оно ужас. приобрело с обеих сторон абсолютно безумные формы, это как бы все равно не отменяет главного вопроса. Это война за идентичность, так как она понимается, за новую идентичность. Проблема в чем? Что в России они, украинцы и белорусы, это же полуфабрикаты. Из них не получилось сделать модерные нации, осознавшие себя, как, например, там, французы, да, после всех своих этих самых. И советский народ не успели сделать. Сделали наполовину, он развалился. И мы как бы уже не модерные, не в модерне, модерн закончился, никак не можем стать модерными нациями, хоть убейся. Единой общности нет, а кем нам суждено быть в будущем, вот за это, собственно говоря, и война. И заметьте, внутренняя война у всех сторон ничуть не меньшая, чем внешняя. Белое пальто, Майданы, Навальный, либеральная позиция в России. Как бы, да, у нас там 2 Майдана, разборки, там, чей Крым, чем Донбасс. Или сейчас кто ухилянт, а кто праведный герой. В Беларуси революция 2020 года, или как там ее назови, с подавлением весьма жестоким и так далее, и так далее. Это все попытки найти себя. А славяне в попытках найти себя, мы же народ очень простой. Мы можем убить сколько угодно себя, чтобы найти наконец-то себя. Мы это делали весь 20 век. Перед этим еще 300 лет делали расколы, смутное время, Хмельниччина, левый берег, правый берег, несколько сечей, 500 проектов во время этого самого, во время там одна УНР, потом другая Центральная Рада. Столица в Питере или в Москве, Белорусская Народная Республика, белорусские буржуазные партизаны против белорусских советских партизан. Это очень сложно. Смотрите, я сейчас скажу тезис на завершение. Форма существования Руси, Большой Руси, это гражданская война. Ну, так себе тезис, Алексей Николаевич, К извините, конечно. сожалению, Саша, к сожалению, если вы внимательно это посмотрите, вы посмотрите, вся наша история. Ну да, это гражданская междоусобица, да, еще. Я вам расскажу. С Киевской Руси. Я беседовал с одним очень умным человеком, будучи еще совсем молодым. Еще был Советский Союз. Я еще был юношей, там, 12-13 лет, но уже очень сильно интересовался всеми темами. А этот человек преподавал в высшей партийной школе в Москве. Там, где с хороших людей учили. И он говорил, смотрите, вот что мы говорим нашим слушателям. Форма существования советской власти – это гражданская война, сказал. Они тогда до предела в Руси это не расширяли. Сказали, партийная советская власть – это гражданская война. И вы должны это понимать. Если вы хотите в этом участвовать, а если вы в высшей партийной школе, вы будете участвовать. Это всегда борьба, понимаете, как хотите, борьба группировок, борьба тенденций, демократический централизм или против там, единоличного этого самого. Но любое назначение ЦК, все эти гонки на лафетах, которые были в 80-е, Романов или Горбачев, понимаете, там то, все, 5-10, это всегда форма гражданской войны. И в этом почему? Потому что гражданская война – это война за будущее, за образ будущего. Куда мы пойдем? Какой тип экономики, какое будущее, какая политика, какие идеи и так далее, и так далее. Мы, славяне, вот Русь, да, умеем выяснять это только вот таким вот образом. Потом мы снимем слезливые фильмы, как в Советском Союзе. «Адъютант его превосходительства», где белые наши, просто заблудшие, но ведь хорошие люди тоже были за идею. Благородные манеры, как жаль, что их приходилось убивать и так далее, и так далее. Всегда есть фаза осознания. Всегда есть Высоцкие, служили 2 товарища. Там всегда есть вот это, в 17 мгновений весны даже немцев оправдало в значительной степени. Показали, смотрите, какие умные противники у нас там, да, и так далее. Почему Сталин любил Белую гвардию? И все время на нее ходил. Он же все время говорил, посмотрите, кого мы победили. Это же были умные, сильные люди, глубоко рефлексирующие, творческие, по-своему болеющие за дело и так далее. Это была трагедия, сложная история. Но это так. Форма существования Руси – это гражданская война. Другое дело, что это можно осознать. Это можно попытаться прекратить. И даже если уже воюем, воевать можно совершенно иначе. Например, самим определять повестку. А когда мы воюем свою гражданскую войну в искусственно сконструированной чужими ситуации, вот это неудовлетворительное. За чужие деньги, да, чужим за чужие оружием. деньги, чужим оружием, и в значительной степени ради чужих интересов. Мой тезис очень простой. Если уж суждено воевать, и мы иначе не можем, но хотя бы не в рамке, сконструированные чужими, а в своей рамке, понимаете, да? А то у нас всегда, бляха, сколько мы с друг другом не разбираемся за царя-батюшка, либо за народную демократию, всегда на периферии сидит какая-нибудь антанта. А зачем она там сидит? Зачем она нам? Ну, индейские племена не могут не воевать, окей. Зачем белые господа? Давайте сами уже. Ирокезы с магиканами рубятся томагавками, окей. Но зачем нам французы и англичане, стоящие за нашими спинами? Они хорошие люди, хай свои войны воюют. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли.
Друзья, берегите себя, всем добра и света.